Всем привет! На днях я засаливал сало в рассоле. Вот здесь, если кому интересно, появится ссылочка. Сало получилось очень мягкое, ароматное, вкусное. И сегодня хочу засолить сало самым простым способом сухой засолки — солью и чесноком. Для этого мне понадобится, естественно, само сало, соль. Соль должна быть обязательно крупного помола, никакая не йодированная, не морская. Лавруха, черный перец и вот столько вот чесночка, я его уже почистил. Нарежу сразу на порционные кусочки, и вам советую, потому что потом обернули в целлофановый пакетик, отправили в холодильник и достаем и кушаем. Вот примерно вот такие вот толщиной. Мне понадобится от этой кучки часть чеснока. Сейчас я буду нашпиговывать сало. А вот эту часть оставлю для того, чтобы сделать намазку на сало. Так, ну я думаю, столько будет достаточно. Будем по ходу смотреть. Нарезаю чеснок вот на такие вот шайбочки. Не толстые, не тонкие. В куске сала делаю тонким ножом отверстие в произвольном порядке и втыкаю в сало вот эти вот шайбочки чеснока. Вот один кусочек готов. И теперь всю ту же самую процедуру нужно проделать с остальными кусками. Каждый кусок сала я нашпиговал хорошенько чесноком. Теперь я его ненадолго уберу, а сам займусь обмазкой, которой буду обмазывать каждый кусок сала. Она состоит из соли. Насыпаю часть соли. Другая часть пойдет, чтобы засыпать само сало. Лавровый лист, который можно сюда помять вот так вот и руками. И немножко черного перца. Он у меня в зернах. Я думаю, где-то чуть меньше столовой ложки. Можно даже и меньше. Растолочь нужно. И все сюда. Ну и теперь чеснок, который нужно выдавить на чеснокодавке. Весь. Смотрите, сколько у меня его. В общем, это сало по этому рецепту чесноком никак не испортить. Чеснок он влажный. Потом, когда я все это перемешаю, вот эта обмазочка с легкостью будет прилипать к каждому куску. И вот так вот все перемешиваю, чтобы соль впитала влагу от чеснока. Стала такая вот, как намазочка. Все хорошо перемешал. Получается, посмотрите, вот такая вот влажная чесночная соль. Ну и погнали, на дно фигачим соли. Кстати, что касается соли, не бойтесь добавлять соли. Это сало по такому рецепту никогда не пересолится. Так, отлично. Вот. И теперь беру кусочек, обваливаю его со всех сторон, так вот в этой обмазочке. Даже так можно руками помочь, чтобы все это дело налипло. Надо как-то все это распределить, чтобы на все куски хватило. Тут, конечно, нужно сказать, что все зависит от самого сала. Как вы правильно выберете сало, такое оно и получится. Так, классно. Засыпаю солью. Прям хорошенько. Даже можно, чтобы сюда вот между кусками она попала. Взял 2 пачки. Думаю, будет
что одна пачка ушла. Вот так вот. Даже не пересолится. Вот вы, наверное, смотрите и думаете, куда столько соли? Не пересолится. И опять скажу, вы взяли кусок, допустим, килограмм, 2 килограмма сала, отдали нам, я не знаю, 500, 1000 рублей, и не потратится, допустим, за пачку 27, как у нас в регионе стоит соль, не купить, сэкономить на этом. Ну, друзья, извините меня. Ничего хорошего я вам тогда по этому поводу не скажу. Накрываю вот этой тарелкой, в которой подготавливал намазку. Вот так вот. И все, друзья, отправляю солиться на 3 дня. Прошло 3 дня, сало засолилось. Часть сала я уже достал. Это сальце у меня поедет в гости. Ну а сейчас покажу вот такие вот кусочки. Достаем их из миски. Хорошо очищаем со всех сторон от соли и специй, от чеснока. Такой запах стоит, друзья, просто вообще феноменальный. Чесночный такой, с лаврушечкой. Шикардосик. И теперь каждый кусочек убираем в целлофановый пакетик и в холодильник на хранение.